Всем привет! Я Дубинина Ольга, и у меня мания вязания. Приветствую всех любителей вязания на своем канале. Буквально несколько дней назад я опубликовала на своем канале экспресс-мастер-класс по вязанию вот этого Хейварда «Сапфир». На следующий день после публикации я вдруг поняла, что меня не очень устраивает широкая горловина готового Хейварда. Это ни в коем случае не потому, что мое изделие плохо сидит на горловине, а потому что я в принципе себя некомфортно чувствую, когда ношу изделие с такой широкой горловиной. И я решила все это дело как-то исправить. И посмотрите, какая красота у меня получилась. И сейчас я вам расскажу, как я обработала горловину уже готового Хейварда. Если вы помните и смотрели мастер-класс, вот здесь, в районе горловины, я набирала 140 петель. Связала рулик, вязала просто по кругу 7 лицевых рядов. У меня образовался вот такой небольшой аккуратный рулик на горловине. После того, как я связала весь Хейвард до конца, довязала рукава, из 7-го ряда рулика, вот здесь, по изнаночной стороне я набрала 140 петель. Поднимала каждую петельку с изнаночной стороны. Таким образом подняла все 140 петель. Я набирала петли на спице 1,5 мм. Затем, провязав один круговой ряд лицевыми петлями, я начала вязание резинки 1 на 1, в которой вязала все петли скрещенными. И лицевые скрещенные петли вязала, и изнаночные скрещенные петли. После этого, когда я провязала резинку 1 на 1 скрещенными петлями где-то 7 рядов, круговыми рядами провязала еще 7 рядов лицевыми петлями. И затем закрыла петли обычным способом. Таким же способом мы закрывали петли по низу Хейварда и петли по низу рукавов. Я осталась очень довольна результатом. Буду применять такой способ обвязки горловины уже готового изделия. Думаю, свяжу еще не одно изделие с такой горловиной. Если вам понравился такой способ обвязки горловины готового изделия, ставьте лайк. Всего доброго. Спасибо за внимание.